Всем привет! Для начала позвольте представиться. Меня зовут Александр, я из Липаи. И сразу хочу вас заверить, я не блогер. Я нормальный человек, ну как нормальный, немного моделист. Знаю, что подобных роликов в сети море, и мое данное видео в нем лишь капля. Но я решил сделать пробный цикл из 10 видео, а там посмотрим, найдет ли мои труды отклик или нет. Тема моих работ – техника первой половины 20 века. Я буду показывать свои модели, старые и новые, без прикрас, как есть. Будем смотреть, что предлагают магазины в пластике и 3D-печати, изучать дополнения и проводить небольшие исторические расследования, опираясь на сеть интернета и мою скромную библиотеку. Она реально скромная. Начать я решил с броневика Renault 1914 года от Copper State Models. Взгляните на коробку. Бокс-арт выполнен превосходно. Грозная машина на фоне истерзанного леса войной, который мир еще не видал. Это пугает и завораживает одновременно. Ну что, заглянем внутрь? Открываем, а там машинки от Hot Wheels. Бывает и такое. Просто эту модель я уже собрал 3 года тому назад. Будем честны. Обзоров на литники в Ютубе полным-полно. А вот обзоров моей готовой работы до этого момента видел только Владимир Яшин на цифровом новослете. Это одна из моих ранних работ того периода, когда я решил заняться хобби всерьез, точнее моделизмом. Здесь я впервые взял в руки аэрограф. И это заметно. Я только учился. Сколы получились слишком крупными и красуются порой там, где их быть не должно. Остекленение фар посажено на суперклей. Это сейчас я знаю про микрокристалл Clear. А тогда... Здесь же я впервые пробовал пигменты, учился их наносить и понимать, где они уместны, а где нет. Но, несмотря на огрехи, результат мне дорог. Это важная ступень моего пути, поэтому переделывать модель я не буду, пусть остается как память. Пару слов о самом наборе. Собирается Renault от Copper State? Отлично. Схема несложная, описание хорошее, однако будьте осторожны. В комплекте много ажурных и очень тонких деталей, легко сломать. Набор точно стоит вашего времени. Ну а теперь оставим пластик в сторону и пройдемся по истории этого необычного броневика. Так, историческая справка, короткая, почти короткая. Что нам известно о данном броневике? Если покопаться в книгах и в сети, то можно почерпнуть следующую информацию. Данная боевая машина была спроектирована в 1914 году. Был выдан заказ на постройку 100 машин. Из первой сотни заказанных машин в строй в качестве полноценных броневиков вошли далеко не все. Имел слабое бронирование и другие недостатки. Но все по порядку. Давайте сначала разберемся с основанием, а точнее с шасси броневика. Это 18-сильное шасси Renault 18 CV, тип ED. Маркировка 18 CV или 18 хп – это лошадиные силы. А реальная мощность двигателя типа ED на самом была где-то в районе 35-50 лошадиных сил. Для начала 20 века это был очень солидный, мощный легковой автомобиль. Визитной карточкой был радиатор, который располагался за мотором. Вентилятор крепился прямо на маховике, и воздух засасывался через боковые щели капота. Рама была лестничного типа, из штампованной стали. Довольно гибкая. Подвеска. Классические полуэллиптические рессоры. Коробка передач имела 4 скорости вперед и 1 назад. Переключение передач было на улице, рычаг справа от водителя. В то время многие тяжелые машины все еще использовали цепи, но Renault уже тогда продвигала кардан как более надежную и чистую систему. Шины были пневматические, то есть надувные. Двигатель был 4-цилиндровым, и то, что
Типично для Рено того времени, цилиндры были отлиты не по одному и не в одном блоке, а парами. Два блока по два цилиндра. Объем около 4,5 литров. Для сравнения, современные моторы такого объема ставят на тяжелые внедорожники, а тогда это выдавало всего около 35-50 лошадиных сил. Это был очень медленный мотор. Максимальная мощность достигалась всего на 1200-1600 оборотах в минуту. Он не визжал, он солидно рычал. У двигателя для охлаждения не было водяного насоса. Вода циркулировала сама по себе за счет разницы температур. Горячая поднималась вверху к радиатору, холодная опускалась вниз к цилиндрам. Электричество вырабатывалось высоковольтным магнето. Обычно фирма Bosch или SEV. Это значило, что машине не особо нужны были аккумуляторы для работы двигателя. Искра была всегда, пока крутился вал. Чтобы завести мотор, нужно было покрутить рукоятку спереди. Карбюратор был собственной разработки Renault. Он крепился довольно низко, и топливо в него поступало самотеком из бака, который находился выше уровня двигателя, часто под сиденьем водителя или сразу за ним. Renault, как броневик, появился в начале Первой мировой войны. Это был самый массовый броневик того времени. У этой машины не было одного гениального конструктора. Он родился в результате сотрудничества военного министерства Франции и лично Луи Рено. Главным идеологом со стороны военных был капитан, позже майор, Шарль Жанти. Он был энтузиастом моторизации и еще до войны экспериментировал с установкой пулеметов на автомобиле. Когда немцы начали стремительно наступать на Париж, Жанти пришел к Луи Рено с простым требованием: «Нам нужны бронированные машины, и они нужны вчера». Но почему было выбрано именно данное шасси? Тому послужили три причины. Первое — это то, что в 1914 году Renault была крупнейшим автопроизводителем Франции. Шасси 18 CV выпускалось серийно в огромных количествах. Достаточно заменить настройку с гражданской на бронированную и дать вооружение. Обычная практика тех времен. Второй немаловажный пункт — это запас прочности конструкции. Луи Рено строил свои машины с запасом. 18 CV считалась моделью среднего класса, но ее рама и мосты были способны выдержать лишнюю тонну брони и боекомплекта без немедленной поломки. Третий важный пункт — это ремонтная пригодность. За счет того, что такси и штабные машины армии были той же марки, механикам было проще обслуживать броневики. Запчасти были везде одни и те же. Выбор сделало военное министерство. В августе 1914 года они выдали заказ сразу на 100 бронеавтомобилей. Луи Рено, будучи жестким бизнесменом и патриотом одновременно, лично курировал процесс. Он понимал, что если его машины спасут Париж, это будет лучшей рекламой. Именно поэтому он согласился на создание эрзац-броневиков. По сути, это были просто обшитые сталью гражданское авто. Бронелисты заказывали на сталелитейных заводах Шнейдер, Крезо. Сталь была не всегда высокого качества. Листы просто клепали к каркасу из уголков, который привинчился к раме Renault. Что самое интересное в этом, так это то, что корпус брони проектировался таким образом, чтобы его можно максимально быстро собрать. На данные боевые машины устанавливали пулеметы Сент-Этьен МЕ 1907 года и Хочкис МЕ 1914 года. Калибр у них был одинаковый, 8 мм, но рассмотрим их в отдельности. Сен-Этьен пулемет был детищем государственного арсенала. Это была французская попытка обойти патент Гочкиса с кучей доработок и нагромождения, сделав его легендарным механическим кошмаром. У него была очень сложная автоматика с газовым поршнем, который двигался вперед, а не назад. Множество открытых шестеренок и пружин снаружи. В пыли и грязи войны 1914 года Сент-Этьен постоянно заклинивал, а под пулями, дабы он заработал, приводить его в порядок, было, малость говоря, неудобно. Был регулируемый темп стрельбы.
с 8 до 600 выстрелов в минуту, что тоже осложняло работу в бою. А вот пулемет Гочкиса был полной противоположностью. Простой, надежный, как топор, и очень массивный. Именно он в итоге стал основным. Знаменитые массивные ребра охлаждения на стволе. Гочкис был воздушного охлаждения, и эти кольца помогали стволу не перегреваться слишком быстро. Использовались жесткие металлические кассеты, стрипы, на 24 или 30 патронов. Но, несмотря на надежность в гражданских условиях, в военных реалиях детище Рено показало себя не с лучшей стороны. И тому было много причин. Самая основная – это, конечно же, неудовлетворительное бронирование. Листы в 4-6 мм защищали от простых пуль, но не от пуль с стальными наконечниками. Рубка вообще была открыта. Стрелок имел только щит спереди. В результате экипаж становился любимой мишенью стрелка с высоты дома, горки и так далее. Могла залететь шрапнель, или какой-нибудь нехороший и ловкий немецкий солдат мог закинуть гранату. Далее шины камерные. Одна пробоина, и техника встала. Чтобы хоть как-то защитить пневматические шины, на колеса иногда крепили дополнительные стальные обода, но это лишь увеличило нагрузку на без того перегруженную раму. Гибкая надежная рама под весом брони работала на пределе. Радиатор, закованный в броню, перегревался. Ну и отсутствие насоса топливного. Под определенным углом на горке мотор лишался подачи топлива. Да и вести круговой обстрел мешала высокая кабина водителя. Она перекрывала пулемету передний сектор. Связь между стрелком и водителем была на уровне жестов и крика. Попробуйте докричаться до товарища, когда у вас под ухом грохочет Гочкис, а под полом ревет 4-литровый мотор. А когда вас швыряет из стороны в сторону под огнем противника, во время езды попробуйте зарядить пулемет. 20 октября 1914 года между фирмой Renault и Россией был подписан контракт на поставку 40 машин. В Россию они прибыли в разобранном виде. Шасси отдельно, броня отдельно и, что самое важное, без вооружения. Окончательно вся партия добралась только в июле 1915 года. Честно говоря, российские военные, сравнив Рено с Остином, остались разочарованы. За характерный угловатый вид броневик тут же получил обидное прозвище «Ящик». Более того, пару машин умудрились потерять. До Петербурга дошло 34 броневика, но даже им нашлось применение. Их использовали как бронированные грузовики для подвоза боеприпасов на передовую. Представьте себе диораму. Зеленый Рено с эмблемой пулеметной автороты стоит у вагона, а солдаты спешно перегружают в него ящики, чтобы под огнем доставить их на фронт. Однако были и попытки сделать из ящика настоящего бойца. Как пишет историк Максим Коломейц, в том же 18-м отделении на Рено ставили пулеметы «Максим» с бронещитами для поддержки других экипажей. Наши бойцы сразу начали допиливать технику, устанавливали самодельные крыши над пулеметчиком, превращая открытый верх из ловушки в защиту. На бортах таких машин гордо красовались имена «Славный», «Суворов» или «Стерегущий». Но помни, если будешь собирать модель с Максимом, Максим тяжелее Гочкиса и требует воды для охлаждения. Русские умельцы часто крепили запасные бочки с водой прямо на тумбу или рядом на борт. Это отличная деталь для модели. 11 машин были переданы на Ижорский завод для полной переделки по проекту штабс-капитана Владимира Геброва. Договор между заводом и главным техническим управлением подписали 19 сентября 1915 года, а к маю 16 все броневики были сделаны. Главным новшеством Геброва стали бронелисты под рациональным углом. Броневик превратился в граненый кристалл или футуристическую лодку. У него почти не было вертикальной поверхности. Даже при толщине листов всего в 4-6 мм за счет наклона броня
толстела вдвое, а пули просто рикошетили в небо. На машину установили вращающуюся башню сложной конфигурации, а носовую часть переделали так, чтобы воздух через жалюзи шел прямиком на радиатор. Теперь Рено мог долго идти в бой, не закипая. Однако испытания 13 апреля 1916 года показали горькую правду. Машина была чудовищно перегружена. Чтобы спасти ситуацию, капитан Баженов предложил план снижения массы. Экипаж сократили с 5 человек до 4, а механизм башни максимально упростили. К сентябрю 1916 года переделку завершили. Несмотря на лишний вес, машины ушли на фронт. По слухам, первыми их получили бельгийский броневой дивизион в составе 7-й армии. В бою гебровские Рено показывали чудеса выживаемости. Немцы впадали в ступор, видя, как это нечто катится на них, а пули лишь бессильно высекают искры. Бывали случаи, когда эти машины врывались на позиции врага и расстреливали их в упор, оставаясь неуязвимыми. Сегодня, благодаря усилиям Copper State Models, легендарный броневик Геброва вновь обретает форму в пластике в 35-м масштабе. Ну а любители бумаги и картона могут найти его в польском журнале ВАК. Модернизацией броневиков Ренолд занимались не только в России, но и на родине во Франции. Первые серьезные исследования по созданию полноценной бронезащиты начались в Винсене в ноябре 1914 года. Капитан Ренаут предложил использовать новую хромистую сталь, устойчивую к немецким бронебойным пулям типа С. Изначально эта броня предназначалась для самоходных пушек, автоканонов на шасси Peugeot. Одной из главных проблем было охлаждение. Поэтому конструкторы защитили радиаторы новых Renault набором горизонтальных бронированных жалюзи и с радиальными вырезами по бокам, точно такими же, как на машинах Peugeot. Испытания обстрелом в конце ноября 1914 года прошли успешно, но массовое производство задерживалось. Новые корпуса собирались лишь по мере поступления дефицитной бронированной стали. Первые обновленные машины попали на фронт в апреле 1915 года. Изначально эти пулеметные броневики создавались лишь для прикрытия мобильной артиллерии морского министерства. Однако лейтенант флота Пьер Гетт после первых же боев в Артуа доложил, благодаря своему вооружению эти машины способны на самостоятельные операции. Это стало поводом для масштабного производства. Броневики оказались на редкость универсальными. Например, перевод пулемета из режима стрельбы по наземным целям в режим ПВО занимал всего пару минут. Это позволяло использовать Рено как мобильные зенитки для защиты Парижа и фронтовых объектов на протяжении всей войны. Модель 1915 года стала своего рода работой над ошибками, но исправить все не удалось. Шасси Renault ED оставалось перегруженной из-за тяжелой брони. Огромной проблемой была маневренность. Несмотря на наличие задней передачи, водитель был практически слеп. Бронекорпус закрывал весь обзор назад, а зеркал в первой неделе эксплуатации не было вовсе. Разворот в узком месте превращался в мучение, делая машину легкой мишенью. Позже проблему решили установкой механизма реверса роле дамбре. Он позволял второму водителю управлять машиной сзади, сидя лицом к корме. Интересный факт. На броневиках долгое время стояли устаревшие пулеметы Сент-Этьен. Военное руководство считало, что новые надежные Готчкисы нужнее пехоте в окопах. В итоге бронегруппы получали современные пулеметы Hotchkiss ME-1914 только в самом конце войны, летом 1918 года. После перемирия 11 ноября 1917 года Рено участвовали в оккупации левого берега Рейна и несли службу в гарнизонах. Лишь в
1919 году их начали постепенно списывать или заменять на более мощные броневики White TBC. Но даже после этого старые Рено продолжали приносить пользу. Например, машина с бортовым номером 7553, начав свой путь еще в 1915 году, в начале 20-х годов, служила учебным пособием знаменитой кавалерийской школе Сумюре, обучая новое поколение офицеров основам бронетанкового дела. Но у броневика Ренолт были и другие, по-настоящему грозные модификации. Для нужд французской морской пехоты на базе 2,7-тонного грузовика Type EP создали настоящего монстра с пушкой калибра 47 мм. Проект был разработан поручиком Вильенью Баргемоном, который тесно сотрудничал с заводом Рено. Первый прототип выкатили из цехов в августе 1915 года, к тому моменту, когда Западный фронт окончательно замер в позиционной войне. Французы успели построить 4 таких броневика. Но, как и в случае с моделью 1914 года, машина оказалась заложницей собственных недостатков. Воздушного охлаждения катастрофически не хватало, и мотор постоянно перегревался. Вдобавок, тяжелая бронекабина водителя так сильно давила на переднюю ось, что проходимость оставляла желать лучшего. Главным калибром здесь служило 47-мм полуавтоматическое орудие образца 1902 года на тумбовой установке. Это было скорострельное морское орудие, которое в оригинале защищало миноносцы и крейсеры от торпедных атак. Для защиты расчета установку прикрыли мощным П-образным бронещитом с крышей. Пушка имела огромный сектор обстрела, около 270 градусов, а боекомплект хранился в специальных укладках прямо за кабиной водителя. Ну а теперь перейдем к самому интересному, к архивным кадрам. Начнем с этой фотографии. Перед нами тоже Renault 1914 года, но посмотрите на его формы. Первое, что бросается в глаза, это скругленный передний бронещит. Выполнить такую деталь из броневой стали в 1914 году была задача не из простых. Это требовало сложной гибкости, что значительно удорожало производство. Позже в массовых сериях от таких изысков откажутся в пользу плоских рубленых форм, которые мы и видим на большинстве моделей. Также обратите внимание на кузов. Загнутые бронеплиты по бортам. Это попытка создать дополнительную защиту от рикошетов. А под брезентом, скорее всего, прячется нами любимый пулемет Сент-Этьен. И посмотрите еще на колеса. Обратите внимание на их фактуру шин. Они довольно-таки сильно отличаются от тех, что потом будут устанавливаться на броневиках Renault 1914 года. Но что действительно цепляет в этом кадре, так это жизнь. Посмотрите на женщину, проходящую мимо. Она с любопытством и опаской косится на эту бронированную новинку Великой войны. И еще один любопытный факт для тех, кто любит детали. Видите столб за машиной? Он окрашен в зеленый цвет. Почему это важно? В те годы во Франции элементы городской инфраструктуры часто имели глубокий зеленый оттенок. И для моделиста это маленькая подсказка по созданию диорамы. Идем далее. Перед нами еще один Renault образца 2014 года. Вполне возможно, что это та же самая машина, что мы видели на предыдущем фото, но уже в другом состоянии и с другими хозяевами. Главное отличие, которое сразу бросается в глаза — отсутствие переднего бронелиста. Благодаря этому мы можем детально рассмотреть крепление и саму конструкцию защиты радиатора. Также обратите внимание на фары. Оригинальные большие прожектора исчезли, а по бокам радиаторных плит установлены совсем другие,
более компактные светильники. Пулемет в кузове тоже отсутствует. Но самое интересное — это экипаж. Как видите, внутри машины сидят солдаты в германской форме. Перед нами трофейный образец. Немцы охотно использовали захваченные французские броневики, так как в начале войны испытывали острый дефицит собственной колесной бронетехники. Для нас же это фото ценно тем, что позволяет увидеть голую конструкцию капота без основного щита. Двигаемся дальше. На этом снимке мы видим сразу 3 броневика, но наше внимание привлекает машина в центре кадра под номером 17395. Посмотрите на детали. Запасная покрышка, закрепленная на борту, характерно загнутое заднее крыло. Но самое важное здесь — вооружение. Перед нами редчайшая попытка радикально повысить огневую мощь Рено в октябре 1914 года путем установки 37-мм пушки Гочкиса. Это был смелый шаг, хотя сам Луи Рено выступал категорически против, считая подобное перевооружение пустой тратой времени и ресурсов. Всего несколько машин прошли такую модернизацию. Обратите внимание на экипаж. Это моряки. Учитывая габариты морского орудия и его механизмов, можно только догадываться, насколько тесно и неудобно им было внутри этого ограниченного пространства. Этот кадр — живое свидетельство того, как на заре бронетехники пушечное вооружение пытались подружить с обычным грузовым шасси. Смотрим далее. И здесь перед нами, пожалуй, самое детальное изображение пушечного варианта Ренаулт. Взгляд сразу цепляет бронещит орудия. Благодаря этому ракурсу мы можем буквально пересчитать каждую заклепку и рассмотреть, из скольких отдельных пластин он собран. Но самая интересная деталь — это так называемый щучий нос в нижней части щита. Здесь он был нужен. Это хитрое решение для борьбы с рикошетом. Конструкторы понимали, при попадании пули в щит она может уйти вниз, срикошетить от внутренней брони корпуса и поразить экипаж. Щучий нос служил своего рода отражателем, отсекающим смертоносный свинец. К сожалению, на этом технические открытия заканчиваются. Главная загадка, как именно выглядит орудийный станок внутри кузова, остается неразгаданной. Увы, других ракурсов, раскрывающих устройство крепления пушки, история нам пока не сохранила. Это тот самый случай, когда моделисту приходится включать логику и инженерную интуицию. Что ж, предлагаю еще раз пройтись по пластику, а точнее по набору от Copper State Models. На сегодня он безальтернативен, но это не повод для беспокойства. Качество литья на высоте, членение продумано, а сборка обещает быть простой. При этом всегда есть возможность разнообразить модель за счет афтермаркета, фотоотравлениями и 3D-печатными деталями. Сам же Copper State Models выпускает для этой линейки тенты, шансовый инструмент, колеса и прочие мелочи. Их не так много, но это гораздо лучше, чем ничего. Однако, прежде чем лепить все это на модель, проверьте, какой именно образец вы хотите воссоздать. В ту эпоху каждый броневик был индивидуален, а может оказаться, что выбранный вами доп просто не соответствует конкретному историческому варианту. Что касается фигурок для прототипа, их полным-полно, как от самого Copper State Models, так и от сторонних производителей. Их легко найти в крупных онлайн-магазинах или на модельных ярмарках, где порой продаются редкие вещи, которые в продаже уже не встретишь. У Copper State Models есть одна приятная особенность. При анонсе новой модели и начала предзаказа они вкладывают в коробку бонусы, например, книгу или особый набор декалей. В комплекте с Renault шел необычный набор декалей на борт машины с пейзажем. Холмы и деревья, смотрится очень экзотично. И такой реальный прототип действительно существовал под номером 21292. Вот, я даже фото подыскал. Если у вас нет такой декали,
не отчаивайтесь. Вряд ли на оригинальный броневик в то время наносили полноразмерный переводной рисунок. Скорее всего, его расписывали вручную кистью. Вы тоже можете попробовать себя в роли фронтового художника. Главное, не перепутать. Стволы коричневые, листья и холмы зеленые. Но обратите внимание на фото. Хоть оно и черно-белое, на нем отлично видны разные оттенки. Это дает вам шанс поиграть с цветами и тонами. Удачи в творчестве! Ну а по броневику Мегеброва, как я уже упоминал, существует бумажная модель от ВАК. Я небольшой спец в картоне, но дам совет. Если стоит выбор распечатать выкройки самому или купить готовый журнал, берите журнал. Он стоит недорого, но качество бумаги и типографской печати на голову выше того, что выдаст домашний принтер. На готовой модели эта разница будет очень заметна. Ну и, наконец, Гембров от Copper State Models. Берем коробку, открываем, а там? И что мы видим? Нет, это не коллекция машинок от Hot Wheels. Это серьезный набор пластиковой модели. Внутри пластик, декали, инструкция и бонусный материал для тех, кто оформил предзаказ. Но давайте рассмотрим все по порядку. Первый идет книга. Она не толстая, журнального формата на английском языке. Но это не повод отчаиваться тем, кто им не владеет. Мы живем в век высоких технологий. Наведите мобильное устройство на страницу, пусть оно сканирует и переводит текст в реальном времени. Что же в самой книге? Автор труда Станислав Кириллец. Иллюстрации и редкие чертежи крайне интересны, хотя и черно-белые. Вот перед нами рама Renault Type EDM с мотором. А вот и сам броневик-коробка. А здесь Остин первой серии, Гарфолд Путиловец, а за ним наш Рено, без вооружения, в роли подвозчика снарядов. В голове сразу рождается идея объемной диорамы. 2 Остина, 1 Гарфорд, а из Рено солдаты суетливо таскают ящики с боеприпасами. Механики осматривают моторы своих боевых подруг, офицеры отдают команды. Масштабно! Далее инструкция по сборке и окраске. Схема проста и лаконичная. Есть мелкие и ажурные детали, но при должной аккуратности собрать и окрасить броневик можно за пару недель. Вариантов маркировки немного, но есть весьма любопытные варианты. Теперь о пластике. Сказать, что детализация Copper State Models на высоте, значит ничего не сказать. Качество литья здесь как аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Набор идет без интерьера, и в этом есть свой плюс. Стройка точно не затянется на год. В комплекте пакетик с декалями от Картограф. Думаю, все наслышаны о безупречном качестве этого производителя. Также есть отдельный маленький литник с прозрачной деталью для единственного фонаря. Ну и приятный бонус за предзаказ. Карточка с рисунком и благодарностью. Такую в рамку на стену и не грех повесить. Пусть друзья завидуют, надеюсь, белой завистью. Пройдемся по допам, которые уже анонсировал Copper State Models. Там и фары, и надколесные крылья, и фототравление. Но самое интересное — это башня для раннего варианта с командирским постом наблюдения и 2 боевыми постами. Они позволят собрать действительно редкий и эффектный образец. Но мой вам совет: прежде чем лепить все допы подряд на одну модель, обязательно сверьтесь с фотографиями прототипа. Ну а теперь главный вопрос. Зачем я собрал столько информации? Аж на ролик в полчаса хватает. А все ради вот этой небольшой и скромной диорамы. Основание дерева 16 на 12 сантиметров, гипсовая мостовая и звезда моего проекта броневик Renault от Copper State Models. Давайте рассмотрим детально. Как я уже упомянул, деревянное основание стандартное.
Такие покупают в любом магазине для моделистов. Далее гипсовая брусчатка от РТ Диорама. Ее пришлось немного подрезать, чтобы уместить на подставке. Пилится гипс хорошо, но требует деликатности. Материал хрупкий. Сюжет дополнил фонарным столбом от Мини-Арт из набора дорожного освещения и трамвайных опор. Насколько этот столб соответствует парижским образцам 1914 года? Скажу честно, глубоко не вникал. Если я начну исследовать еще и столбовой вопрос, ролик прибавит в хронометраже еще минут 10. Думаю, это лишнее. Но цветные фото Парижа тех лет я все же изучил. И да, многие ограждения, перила и фонари тогда красили зеленый. Впрочем, если вы выберете черный цвет, ошибкой это не будет. Они вполне мирно соседствовали один с другим. А теперь изюминка, сам броневик. К нему я применил родные допы от Copper State Models. Шансовый инструмент на бортах, свернутый тент и фототравление. В процессе установки передних крыльев пришлось немного схитрить. Инструкция предлагает срезать родные пластиковые опоры, чтобы заменить крылья на травленные. Но опоры там настолько тонкие, что их можно 10 раз сломать и выматериться в процессе. Поэтому я поступил иначе. Сделал силовые элементы из пластика и крепкой тонкой проволоки. После покраски подмены не заметит даже самый дотошный зритель. Ну, я, по крайней мере, так надеюсь. Одно из задних крыльев я специально погнул по форме колеса запасного для придания жизненности. Как вы помните, я показал две фотографии пушечного Renault с Гочкисом М1885. Да-да, именно его я и собираю. И раз уж мы пошли по пути доработок, запасное колесо я вырезал из листового пластика нужной толщины. Прошелся напильником, обклеил бумажной лентой для имитации фактуры и покрасил. Как вам результат? Похож на настоящий? С номером машины все просто. Я взял декаль из коробки, аккуратно разрезал ее на 3 части и перекомпоновал в 17395. Точно такой же, как на историческом фото. А теперь заглянем вовнутрь броневика. Что же я туда накидал? Для наполнения интерьера пригодился набор от А7. Оттуда я взял топор в чехле, кусачки для проволоки, фляги-бидоны с кружками, каски и подсумки. Ну и, конечно, кофемолку. Куда же без нее? Какой уважающий себя французский солдат пойдет в бой, не выпив чашечку хорошего крепкого кофе? Поскольку фляги и подсумки в наборе даны без ремней, пришлось мастерить их самому из малярной ленты. Поверьте, это несложно, но добавляет реализма. Здесь тоже пришлось провести небольшое исследование. У французского пехотинца тех лет было при себе 3 патронные сумки. 2 спереди и 1 сзади, чуть левее. Это мы детально разберем позже, когда дойдем до французского моряка. Далее карабины. По ним тоже пришлось поднять архивы. Март-апрель 1915 года – это период, когда во французской армии завершилось формирование первых полноценных групп бронеавтомобилей и самоходных пушек. Согласно штатному расписанию, утвержденному военным министерством, экипажи, формально относившиеся к кавалерии и артиллерии, должны были вооружаться револьверами МЛЕ 1892 для офицеров и карабинами Бертьер МЛЕ 1892 года для рядового состава. Тут есть нюанс. В пластике или 3D-печати именно карабины образца 92 года я не нашел. Зато есть образцы 1916 года. Их я и поставил. Скажу честно, в 35-м масштабе отличить их на глаз практически невозможно. Разве вы настоящий эксперт по французскому стрелковому оружию? Кто-то заметит. Наш броневик относится к октябрю 1914 года, а постановление принято в 1915, но это не повод для отчаяния.
В 1915 году штат лишь закрепили официально, а карабинами экипажи снабжались первых дней войны. Нужно же было чем-то огрызаться от хитрых немцев с гранатами, если наш чудесный пулемет Сент-Этьен в очередной раз решит заклинить. Рядом с броняком фигурка матроса. Надо же кому-то присматривать за техникой. Сама фигурка от Copper State Models, выполнена в высочайшем качестве. Пролито все, вплоть до характерного французского носа. Одним словом, верю. Но почему именно моряк? Все дело в нашей боевой лошадке. По штату на вооружении данного образца должен стоять 37-мм пушка Гочкиса. А это морское орудие. В 1914 году это был готовый материальный ресурс на складах, которым не постыдились воспользоваться для усиления огневой мощи сухопутной техники. А матросы – это готовый людской ресурс. Они уже обучены работать с этой пушкой, а командованию не нужно было тратить время на переподготовку пехоты. Перейдем к окраске. Лицо и руки. Но я старался. Тут мне еще учиться и учиться. Но самое интересное – это униформа. Как обычно, я навел исторические справки. Вот, полюбуйтесь на фото. С флягой, бидоном. Можете поставить на паузу и рассмотреть. Конструкция уникальная. Большое горлышко, чтобы заливать, маленькое, чтобы пить. А судя по плакатам тех времен, в этой фляге могла быть жидкость и покрепче воды. Есть гравюра с униформой разных родов войск Франции того времени. Мы увидим матроса в характерном берете с красным помпоном. А вот фото униформы с экипировкой. И что мы видим? Основной цвет формы голубой темно-синий марин. В этот же цвет красились даже каски и сами фляги, в отличие от светло-серого голубого пехотного снаряжения. На ремне те самые 3 подсумка для патронов. На рукавах должны быть 2 скрещенных красных якоря. Но на своей фигурке я их повторять не стал. Масштаб слишком мелкий. Побоялся испортить. Потертые коричневого цвета ботинки. Такие, наверное, грязи не боятся. А шарф темно-серый. От штыка на фигурке я отказался. В тесноте броневика и так мало места. Не хватало еще моряку самого себя поранить. И небольшая авторская деталь. Если присмотреться, на моей фигурке виден пояс красного цвета, кушак, который служил матросам своего рода корсетом. По идее, он должен быть серым, но на моряке и так слишком много темных тонов. Я решил его сделать красным. Это тот самый цветовой акцент, за который может зацепиться глаз наблюдателя, чтобы фигурка не сливалась с общим фоном и заиграла на диораме. Хотя, если копнуть глубже, с формой моряков на броневиках связан один любопытный факт. Устав соблюдался далеко не всегда. На архивных кадрах мы можем видеть настоящую сборную солянку. Многие матросы предпочитали щеголять в кожаных куртках. Это было и практично в холодном железном коробе, и выглядело внушительно. А кто-то вовсе воевал в обычной рабочей робе. Только представьте себе эту картину. Рядом с грозным броневиком стоит суровый парень в замасленной куртке, из-под которой выделяется тельняшка, а на голове неизменный берет с помпоном. Настоящий дух флотской вольности на суше. Вот такой колоритный вид у этих первых экипажей. Ну, а что же по вооружению? А точнее по 37-мм пушке Гочкис образца 1885 года. Она уже в разработке, если быть совсем точнее, модель полностью спроектирована мной в бесплатной онлайн-программе Tinkercad. Вот, посмотрите на скриншоты. Я подготовил модель в 2 вариантах. Сборки и разбитую на отдельные детали для удобства. Возникает резонный вопрос. Если 3D-модель готова, почему она до сих пор не стоит на броневике?
Все упирается в качество печати. Для такой тонкой работы обычный технический принтер не подходит. Здесь не место слоям и грубым деталям. Нужна филигранная фотополимерная печать, которая передаст каждый болтик и заклепку этого исторического орудия. Сейчас я как раз решаю вопрос с поиском подходящего оборудования, чтобы пушка соответствовала уровню детализации самого Рено. Ну и напоследок. Что я могу сказать о создании этого ролика? Каждая минута на экране — это минимум полчаса, а то и час кропотливой работы. Сначала озвучка Audacity. Запинки, неверные интонации, нечеткая дикция. И приходится все переделывать заново. Я пока только учусь искусству диктора. И думаю, в процессе прослушивания вы это заметили. Затем монтаж и подбор видеоряда в OpenShot. Программа отличная, бесплатная, легкая. Базовые принципы можно освоить буквально за 10 минут. Весь мой софт для проектирования звука и видео бесплатные. Я пока не знаю, насколько далеко зайдет этот проект и будет ли он успешным, а потому начинаю с малого. Что касается матчасти, моими главными источниками стали книга Максима Коломийца «Русские броневики в бою» и историческая справка из инструкций от Copper State Models. Конечно, пришлось изрядно покопаться в сети. Скажу честно, там настоящая чехарда с модификациями. Многие источники вообще не делают различия между Renault 1914 и 1915 годов. Про последний я нашел лишь одну объемную статью во французской Википедии. Благо, в век высоких технологий проблем с переводом не возникло. Ну а по некоторым редким экземплярам информации буквально пара строчек и пару затертых фото. Ну, как-то так. Какой я молодец. Я похвастался. Можете отдыхать. Ну, а я берусь за новый текст.